Игра, которая закидывает тебя в ебеня и говорит: ты обязан выжить, не давая вообще никакой помощи, нормальных шпаргалок и от слова совсем не говоря, что тебе нужно делать, чтобы ты позже сдох как лошара, удалил игру и надрачил свой хер в углу комнаты, осознавая, что потенциал этой игры выше твоего IQ. Да, но это. И так вышло, что я узнала не от друга, который вкинул мне ее под предлогом обычной песочницы типа террарии. Я ебашу деревья, чтобы, блядь, построить себе дом. Но в отличие от террарии, здесь лишь один класс, это маг, возможности которого почти безграничны. Но что же делать, если стать богом мира хочется, а дрочить игру 24/7 не хочется? На этот случай я лично для себя собрал ряд советов, которые сам смог найти, и которые облегчат твою игру. Подготавливай свою магическую палочку, ведь тебе придется несладко, и ядерка. Если я увижу, что видео вам зашло, то тогда сделаю большое видео с более чем 20 советов или фактов по нойте. Так что да. Чем глубже ты спускаешься в подземелье, тем больше стихий ты встречаешь. Не думай, что тебе повезет, и ты никогда не встретишь огненного моба или электрическую ловушку. Поэтому крайне не советую игнорировать иммунитеты, а в частности воду. Без воды в ноте ты как мужчина без пениса. Вода помогает смывать разные дебафы, тушить огонь и даже обороняться. А говоря о иммунитетах, бери их всегда, если, конечно, игра не предлагает хорошую альтернативу, наподобие дополнительной жизни или возможности редактировать посох, где захочешь. Напомню, что игра представляет из себя песочницу, поэтому не забывай, что электричество распространяется по воде, нефть горит, а котята тонут. Поэтому думай, прежде чем рашить. В игре почти вся система пещер связана, и главная задача здесь это не пройти все этажи и победить финального босса, а цели тут вообще нет. Просто имей в виду, что в подземелье можно пойти влево и вправо, а не только вниз, из-за чего ты можешь залутать еще больше вещей и палочек, а также наткнуться на других врагов, поэтому о том, когда ты войдешь в священный храм, чтобы отхилиться, решать только тебе. Тем более, как я и сказал, это песочница без ограничений, поэтому никто не мешает тебе прорубить выход наверх и вернуться на первую локацию, хотя позже знай, к тебе придет страж этого храма и даст тебе по лбу за то, что ты портишь святое место. И даже если ты его победишь, в следующем храме появится куда более сильная версия. Но благо ты можешь задобрить богов за счет этого улучшения. Хочешь добыть самую лучшую колбу чего-то в игре? Тогда отправляйся на вторую локацию и найди чувака, кидающегося колбами. Его, кстати, зовут Алхимисти. Думаю, по названию понятно, что это алхимик. И теперь тебе нужно сделать так, чтобы его колба приземлилась на что-то мягкое. В общем и целом не разбилась. Хоп, готово. Теперь у тебя есть одна из его колб, которая мало то, что вмещает в себя больше жидкости, так еще и некоторые из них бесконечны. Например, это колба с лавой, только не пробуй взять ее с собой под воду, а то вместо лучшей колбы игры у тебя будет кусок камня. Касаемо колб, ты можешь их опустошать и наполнять, погружая в эфир и держа банку в руке. Но будь осторожен, потому как не все зелья несут положительные эффекты, как и то, что алхимист может все обливать кислотой и утопить не только себя, но и тебя. Это были базовые советы для новичков в ноте, после которых, я надеюсь, выпущу видео намного дольше. Подпишись и поставь лайк. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях и в моем телеграме по ссылке в описании. Пока.